Теория терраформирования планеты Марс при помощи искусственных спутников. В данном видео присутствуют снимки с поверхности планеты Марс. Все изображения взяты с официальных источников, черно-белые снимки отредактированы. Идеи терраформирования и 3D-модели спроецированы автором этой статьи. Радиация в космосе исходит из различных источников, поэтому не все так просто. Основным источником радиации в космосе является Солнце, ведь оно относительно недалеко. Для миссий на Марс эти лучи могут представлять угрозу для астронавтов, космических станций и космических кораблей, особенно во время солнечных вспышек. Солнечный ветер представляет собой непрерывный поток заряженных частиц в результате реакций ядерного синтеза. Также существуют космические излучения, проходящие из-за пределов Солнечной системы в результате взрывов сверхновых и других астрофизических процессов. Радиация на Марсе в основном исходит от двух источников – солнечная радиация и космическая радиация. Солнечное излучение на Марсе схоже с земным, но из-за тонкой атмосферы планеты Марс защита от вредных ультрафиолетовых лучей гораздо хуже, чем на Земле. Марсианская атмосфера примерно в 100 раз тоньше земной, поэтому поверхность Марса получает более высокий уровень солнечной радиации, хоть и находится дальше Земли от звезды. А отсутствие защитного магнитного поля, как на Земле, означает, что космическое излучение может легче достигать поверхности планеты Марс. Таким образом, радиация на Марсе возникает из-за тонкой атмосферы планеты космического излучения, из-за отсутствия защитного магнитного поля. Марс имеет очень слабое магнитное поле и меньшую гравитацию по сравнению с Землей. Вследствие чего солнечный ветер вызывает выброс, диссипацию атмосферных газов в космос. Эти потери могут исчисляться тоннами в сутки. Для защиты поверхности планеты Марс от солнечной радиации нам может понадобиться искусственный космический спутник, который для экономии энергии двигателей должен быть установлен в точке Лагранжа между Марсом и Солнцем. Точка Лагранжа обеспечивает стабильное положение, в котором гравитационные силы Марса и Солнца уравновешиваются, что позволяет спутнику сохранять свое положение с минимальными затратами энергии. Сам спутник должен будет нести большой высокотехнологичный зонтик, фильтр, что будет огибать Марс, создавать на Марсе огромное пятно безвредного воздействия солнечных лучей. Для создания прозрачного щита, зонтика, искусственного спутника, защищающего поверхность планеты Марс от вредного солнечного излучения, необходимо спроектировать щит с многослойной структурой, включающий материалы с особыми свойствами, имея возможность собирать энергию Солнца и передавать ее Марсу. Сам спутник должен быть защищен дополнительными щитами для защиты электроники спутника. Щит также должен быть спроектирован таким образом, чтобы его щиты можно было регулировать с учетом радиуса покрытия планеты и изменений интенсивности солнечной радиации. О похожих возможностях еще предстоит поработать ученым. Также некоторый парад специально спроектированных высокотехнологических орбитальных спутников в будущем, которые смогут создавать магнитное поле. Но такая задача пока в области фантастики, хотя ученые думают о искусственном магнитном поле. В ближайшее будущее похожие проекты могут оказаться фантастически дорогими, но частично могут разрабатываться и найти другое применение. Хоть приобретение магнитного поля не остановит потерю газов на Марсе полностью, оно значительно замедлит этот процесс. Существует интересный факт. В СССР создавался спутник с космическим парусом «Знамя-2», но после запуска неудачно развернулся экран, парус был примерно 20 метров, при этом осветив Землю примерно на 5-8 километров. Для повышения температуры на поверхности планеты Марс следует создать и другие искусственные спутники. Одни спутники должны быть оснащены большими зеркалами, которые отражают солнечный свет на определенные участки марсианской поверхности. Регулируя угол наклона зеркал, можно контролировать количество солнечного света, попадающего в разные регионы планеты, что позволяет дополнительно освещать и обогревать определенные участки марсианской поверхности. Похожие спутники могут использовать энергию Солнца для полетов в космосе. Они могут использоваться для обращения по орбите Марса и отражения солнечного света на поверхность планеты. Это увеличит количество невредной солнечной энергии, достигающей планеты, тем самым повысив ее температуру. Также
могут использоваться специальные спутники, например, спутники, несущие щиты вроде инфракрасного излучения. Этот тип спутника был бы особенно эффективен в согревании полюсов Марса, где сейчас слишком низкая температура для существования жидкой воды. Важно отметить, что точная конфигурация и конструкция этих спутников будут зависеть от конкретных целей и требований миссии. Кроме того, развертывание таких спутников необходимо будет тщательно планировать и координировать, чтобы гарантировать, что они не будут мешать другим космическим кораблям или миссиям, работающим в окрестностях Марса. На Марсе происходят еще интересные события. Марс не только теряет газы каждые сутки, но и приобретает через реакции и из космоса, хотя теряет много больше. В долгосрочной перспективе атмосфера Марса продолжает разряжаться. Это одна из причин, почему Марс сегодня такой сухой и холодный. Он постепенно теряет свою атмосферу уже миллиарды лет. С другой стороны, нужно учитывать, Марс, как и все планеты, постоянно приобретает массу, в основном за счет космической пыли. Иногда Марс сталкивается с более крупными объектами, содержащими лед. Получается, что Марс не только теряет, но и немного прибавляет массу. Одним из первых шагов по терраформированию Марса станет таяние ледяных шапок планеты. Марс имеет полярные ледяные шапки, состоящие из воды и углекислого льда. Таяние этих ледяных шапок приведет к высвобождению большого количества воды, которая может способствовать формированию водных ресурсов на планете Марс, что может стать жизненно важным для поддержания жизни на Красной планете. Марс в настоящее время имеет очень тонкую атмосферу, состоящую в основном из углекислого газа со следами других газов. Чтобы сделать атмосферу более похожей на Землю, необходимо было бы ввести дополнительные газы, такие как азот и кислород. Этого можно достичь с помощью таких процессов, как высвобождение газов, запертых в марсианской поверхности. Далее газы могут регулироваться при помощи растений, бактерий и других технологий. Выброс парниковых газов может помочь повысить температуру и создать более гостеприимный климат, местами уже зеленеющей поверхности Марса. Как только атмосфера станет более благоприятной для поддержания жизни, следующим шагом станет внедрение растительной жизни на Марс. Растения играют решающую роль в производстве кислорода посредством фотосинтеза и могут способствовать дальнейшему изменению марсианской среды. Первоначально, вероятно, будут выведены выносливые виды растений, способные выживать в суровых условиях. Со временем, когда окружающая среда станет более стабильной, можно будет выращивать и более широкий спектр разных видов растений. Вероятно, в будущем колонисты Марса, если они будут, смогут жить в специальных защищенных и изолированных зданиях, уходящих глубоко под поверхность, пищу научатся добывать. Также будут построены высокотехнологические базы с заводами и передовой космодром. Терраформирование Марса также имеет и другие проблемы. Этот процесс потребует не только огромного количества ресурсов, времени и технологических инноваций. Существуют опасения по поводу потенциального экологического воздействия на Марс, чтобы любые привезенные формы жизни не оказывали негативного воздействия на уже существующие марсианские экосистемы, если они существуют. А ученые могут потерять важную информацию о прошлой жизни на Марсе. Продолжение следует.